Здорово! Сегодня я хотел бы вновь вернуться к своим старым добрым From Software, а точнее к тем временам, когда Миядзаки еще не начинал работать в этой студии, ведь уже тогда компания делала вполне себе неплохие игры, о которых сейчас, к сожалению, практически никто не знает. И как вы уже могли догадаться, речь сегодня пойдет о демо-версии ремейда второго Kingsfield. Сам же Kingsfield — это старая серия игр FromSoft, которая представляла из себя фэнтезийный данжен-кроулер от первого лица. Но рассматривать мы его будем не с лорно-обзорной точки зрения, как это, например, было в уже вышедших роликах по Shadow Tower, где, проанализировав игры, мы пришли к выводу о том, что Миядзаки, конечно же, не полностью сам придумал этот уникальный геймдизайн своих игр, начиная с Demon's Souls и заканчивая Elden Ring. Очень многие фишки и идеи, вроде наполняющихся фляг с лечебной водой а-ля Эстус, левел-дизайн с многочисленными ловушками, засадами, переходами из локации в локацию и бэктрекингом, какие-то особенности боевой системы, например, разная скорость набегания стамины для удара у разного оружия, у легкого быстрее, у большого, соответственно, медленнее. Все это было взято из уже вышедших игр студии, и это лишь верхушка айсберга. Так что, если вам интересно, что конкретно было перенесено из Shadow Tower в современные проекты Фромов, настоятельно рекомендую ознакомиться с уже вышедшими видео на канале. А если вы не хотите пропускать новые, то можете подписаться и проявить всяческую активность под роликом, ведь тут еще будет очень много интересного. А сейчас я бы хотел затронуть немного иную тему, хотя когда-нибудь также проанализировать Kingsfield однозначно хотелось бы. Но тема этого ролика будет не сам ремейк, а в принципе играбельность оригинального Kingsfield. Ведь на современных системах его никак запустить нельзя, и единственным выходом являются эмуляторы. Но разбираться с тем, как оно там запускается и настраивается, среднестатистический геймер не будет. К тому же после этого остается масса неудобств в виде кривого управления в отсутствии геймпада, ведь поддержка мыши естественно не предусмотрена. А по привычке, нажав Escape, ты не закроешь менюшку или поставишь на паузу, а свернешь эмулятор со всеми своими кингсами и филдами, так что, как говорится, кто первый сохранился, того и королевское поле. Потому-то я и рад тому, что наконец-то кто-то решился переиздать старую игру FromSoft, избавив ее от всех технических неудобств, пересадив на новый движок и дав возможность просто-напросто скачать игру, запустить ее и кайфовать. Ведь в этом и смысл переизданий. Многие даже вдохновляются классикой, и если эта игра старая, это совсем не значит, что она плохая. Поверьте, и ей есть чему вас удивить. Сорян за вторжение. Это монтажер из будущего, и я не могу не пояснить за связь Сигналиса и Тихохолмска. Ведь помимо таких очевидных вещей, как музыка, подача сюжета и атмосфера, в ремейк завезли еще и картину прямиком из Сигналиса. Так что ай-яй-яй всем тем, кто не согласен. Но, как я уже сказал, речь сегодня не о самих прелестях классики, а о ремейде, который подогнал ее под современные реалии. И помимо всех технических улучшений, в самом ремейде также поддерживается мышь. А это уже очень большой, я бы даже сказал, королевский плюс к удобству. Добавок здесь есть меню с настройками, а идет все это вроде как довольно хорошо, так что чисто технический вопрос закрыт. А что геймплей? Спросите вы. Не наменяли ли там всего, не перебалансили ли? Как там с пиксельной эстетикой оригинала? Ну, начнем с геймплея. Лично меня очень приятно удивило то, насколько кропотливая работа была проделана. Вы сами можете заметить, как все бочки, предметы и противники стоят на своих местах. Хотя здесь можно найти и пиратский ключ в первой локации, которая пока является единственной доступной в демке. Можно и фонтан активировать, с помощью которого восстанавливать и здоровье, и ману. В отличие от оригинала, где эти предметы или находились в других местах, или применялись в совсем иной дислокации.
Однако все это стоит признавать не попыткой в переделку игры, а скорее особенностью демки как самовой, ведь иначе в ней было бы попросту меньше контента. Если говорить о параметрах, то все значения, то есть циферки урона, защиты, здоровья, скорость набегания стамины и прочего в точности были перенесены, так что и к балансу тоже вопросов никаких нет. А музыка и звуки остались оригинальными. Так что с точки зрения геймплея, ремейк максимально точно передает опыт игры в оригинал. Такие же запутанные лабиринты, закрытые сундуки, секретки, ловушки, ваншот от Кракена в самом начале, мгновенная смерть от падения в воду. Ко всему этому, с точки зрения не оригинала, а именно оценки самого переиздания как такового, не может быть и нареканий. А вот о визуале еще можно поговорить. С одной стороны, есть пиксельная эстетика. Все эти текстурки, резкие анимации. Однако нативное разрешение PS1 настолько плохо, что его нельзя назвать даже удобоваримым. С другой стороны, немного покрутив настройки эмулятора, можно добиться вполне себе неплохого результата, где и картинка получше, но и стиль сохраняется. В ремейде же все стало намного лучше. Но кто-то все равно может сказать, что это уже не то. Да и я сам иногда задаюсь этим, смотря на уж чересчур современную воду. А тени и освещения, в свою очередь, наоборот, очень сильно украшают картинку и придают всему этому более атмосферный вид. Эффекты магии также очень радуют взгляд. И если раньше фаерболы с достижением максимальной дальности просто растворялись в воздухе, то теперь они летят по параболе и разбиваются о землю. Ну и как вы уже, наверное, догадались, у игрока в таком случае появляется возможность задрать камеру повыше и выстрелить подальше. А это хоть и небольшое, а возможно и неумышленное, но очень приятное добавление. Все игровые анимации, включая подбор предметов, атаки и передвижения противников, выглядят теперь намного более плавными. И если вы думаете, что противники теряют свой мужественный шарм с прибавлением полигонов и количества кадров в анимации, то вы точно ошибаетесь. Но в любом случае главная ценность Kingsfield заключается не в графике и анимациях, а в атмосфере загибающегося под гнетом бесчисленного количества монстров в мире, всей этой мрачности, атмосфере одиночества и таинственности в изучении множества подземелий. А как я уже сказал, все это в точности передано и здесь. Логично было бы тогда спросить, а нет ли у Kingsfield никаких последователей и духовных наследников, не учитывая игры самих Фромов, конечно. И на самом деле я бы мог сказать, что тот же Лунацид во всем лучше, ведь он уже и вышел, к тому же является полностью самостоятельной игрой с новым лором, сюжетом, механиками, идеями. Зачем тогда переиздавать что-то старое, если можно сделать что-то свое, всего лишь вдохновившись классикой? Я полностью согласен с таким мнением. Его же, кстати, придерживается и король, то есть автор ремейда, ведь все-таки это его творческое поле, но о нем мы поговорим чуть позже. И как бы я не хотел увидеть большее число подражателей старой FromSoft, классика всегда остается классикой. И под впечатлением от ремейда я на радостях решил впервые для себя полностью пройти второй Kingsfield, ну и плюс записать футажи для этого ролика, естественно. И я был очень приятно удивлен, ведь с одной стороны, к Лунациду у меня, наверное, никаких претензий нет, а Kingsfield я могу поругать за мелкие косяки, вроде большого количества беготни и бэктрекинга для открытия ранее недоступных сундуков, в которых к тому же практически всегда нет ничего настолько полезного, чтобы бежать сюда был какой-то смысл. Или неочевидных квестлайнов, хотя, чему я, собственно, удивляюсь. И я ни в коем случае не пытаюсь их сравнивать и говорить, что игра плоха, ведь все это очевидно, Kingsfield вышел аж в 95-м году. И учитывая все его возможные недостатки, я бы не мог сказать, что Лунацид, являясь для меня безупречным, подарил больше позитивных эмоций. Все-таки в этом заманчивом эксклюзиве с первой PlayStation что-то есть, и
мне действительно сложно сказать, что именно. Наверное, многие факторы действуют в совокупности, придавая именно ту изюминку, которой недостает современным продолжателям. В любом случае, поводом для выхода этого ролика стало другое видео, в котором сам разработчик этого ремейда соответственно и сказал, какой объем работы ему пришлось проделать, чтобы пересадить игру на новый движок, обновить все текстуры, эффекты и прочее. И в этом порыве как-то осовременить и придать своему полю более приятный вид, король достал газонотекстурку и наткнулся на пару невидимых стен. Ну, типа разработчик ремейда столкнулся с некоторыми проблемами, это такая шутка смешная. Так вот, первым камнем на его пути стала проблема, связанная с отсутствием у автора, или как его дальше буду называть, Ротмилла, денежных средств на реализацию данного проекта. Ведь в одиночку все это пилить, мягко говоря, очень сложно, поэтому помощь со стороны тут просто необходима. А таких энтузиастов, готовых работать чисто за идею, как он сам, попросту нет. К тому же, мне кажется, было бы хорошо обновить игровые звуки и слегка ремикснуть саундтрек, чтобы ремейд можно было бы назвать полноценным. А для этого тоже нужны соответствующие навыки. Вторая проблема – это проблема популярности. О том, что такое Kingsfield в принципе, практически никто не знает, не говоря уже о том, чтобы с нетерпением ждать его ремейда. А проводить всю эту титаническую работу ради пары фанатов при всей любви автора к оригиналу просто нет никакого смысла. На эти мысли наводит и сам трейлер к выходу фанатского переиздания, который набрал всего лишь 27 тысяч просмотров. Хотя, наверное, для начинающего разработчика это уже небольшая победа. В любом случае, при таких раскладах переделывать всю игру идея не особо стоящая. Ну и плюсом можно выделить дополнительную проблему, ведь она остается и при закрытии двух предыдущих, а зовется она проблемой интеллектуальных прав. Ведь даже сейчас, не говоря уже о возможной полной версии ремейда, FromSoft могут просто-напросто прикрыть эту деятельность или заставить что-то поменять, как это было, например, с Bloodborne Kart. Ведь никаких связей у автора с этой компанией, естественно, нет, а владельцами франшизы являются именно они. Собственно, обо всем этом в одном из своих видео я рассказал Ротмилл, а затем принялся ждать. Но особо ничего не изменилось. А как мы уже знаем, под лежачий камень Крис не бежит. И полную версию этого проекта мы, скорее всего, никогда не увидим. С другой стороны, есть и хорошие новости. Выход демо все-таки привлек к автору пару сторонников, и вместе они уже занимаются над самостоятельным IP, который будет представлять из себя еще один Dungeon Crawler, вдохновленный Kingsfield'ом. Но, в то же время, автор при должной поддержке сообщества не против вернуться и к демо, и довести ремейд до полноценной игры. Быть может, когда-нибудь мы и увидим полную версию, но вероятность этого, конечно же, крайне мала. Однако то, что мы имеем уже сейчас, невероятно круто. Ведь само по себе это событие, лично для меня, как для очень старого фаната FromSoft, значит многое. Столько же оно может значить для тех, кто все хотел, да так и не решился попробовать классику. А я буду следить за Ротмиллом, и возможно годика через 2-3 мы снова о нем услышим. Так что вот такие дела. Когда и какой будет новый ролик, я не знаю, но точно знаю, что я уже очень благодарен всем тем, кто до сюда досмотрел. А еще больше буду рад вашей подписке, лайкам и комментариям, ведь без них я как король без поля. Legalize nuclear bombs. Swag Messiah.